Сегодня я решил варить трубы на морозе от разных производителей. Но не только варить трубы, а еще и резать их разными ножницами. Это производитель Дитрон, Дина. Это херня, которая во всех бюджетных сварочных аппаратах. И ножницы Крафтол, которые повидали виды уже. А также я буду варить разными насадками. Первая насадка это дитроновская синий тефлон. И другая насадка это от ProAqua, ну от Кандана, в общем турецкая. И что с этого выйдет, мы увидим. Пока аппарат у нас разогревается, я начну резать трубы. Первый, кто у нас идет в ход, это будет ножницы, которые их суют во всех бюджетных производителей. Сейчас мы ее подрежем. И первая трудность, с которой я сталкиваюсь, это никакой трудности. Режет, не ломает. То есть все идет пока нормально, но тяжело. Режется тяжело. На улице минус 12 градусов. Их раскладываем по порядку, так как будем одну с другой сваривать. Так, еще одну трубку мы отрезаем. Это ФВшное стекло. Отлично. Ага, наконец она заламывает. В самый конец она решила заломать. И режем еще крафтоловскими. Ломают. Зависит от производителя. Этот производитель на морозе, он более такой, скажем, хрупкий. А этот производитель у нас более тягучий. Хотя это Valfex. Первый Valfex, ProAqua, Турция. Либо в России произведено, надо смотреть. И ФВ, это Чехия, Экопластик Чехия. Не армированные. Так, паяльничек у нас уже давай. Подгревайся, друганчик. Отлично, сразу же подготавливаем муфточки. Экопластик, Valfex, ProAqua и ФВ. Собака. И ФВ. Все мы их в том порядке, в котором они нужны будут. ФВ, Экопластик. Так, тут у нас Valfex и ProAqua. Все, ждем, паяльник догоревается. Так, это у нас ProAqua. Варим его изначально дитроновским. Хотя, в принципе, мы их сейчас все сначала проварим дитроновскими насадочками. А потом будем проваривать. Ох, как мало, ни хрена не нагрелось, наверное, мой косяк. Так, остывай. Valfex. Как бы не напутаться тут, что чем варить. А в принципе не напутаемся. Все будет отлично, ничего не напутаем. Давай, Valfex. Готов. Так, пар. ФВХ. ФВ-пласт. Отлично. Да нет, так варится неплохо. Но конечный результат, что выдаст, пока непонятно. Вот здесь заломало. Наблюдаем. Заломанное. Да? Заварились. Теперь мы их привариваем к основанию. Так, ProAqua. Опять этой же насадкой. Сейчас я ее подальше. Так. Потрескивает. Пойдет. Как потреск? Так, Valfex. Ты не Valfex. Вот ты Valfex. Да елки-палки, блин. ФВХ. ФВшечка. Отлично. ФВХ зашла прекрасно. Valfex ProAqua заходили куда более туго. Нацепляем. Никакой выдержки здесь не делаем. Не гнется, значит, нормуль. И Экопластик. Так. Во всех последующих опытах к нам еще присоединятся производители РВК. Кстати, что не сказал, у Экопластика не армированный производится
в России, армированный, производится в Чехии. Готова конструкция. Ее в сторону. Так, кем мы резали? Крафтовскими ножницами. Продолжаем. Валфекс. Уже армированное стекло. Вот здесь мы его порежем. Оба. А вот их рубит. Их реально стекло уже рубит. Может быть, даже трещина образовалась. Так, и теперь диновскими ножницы. Видно? Просто отрубает, отламывает. Ну как отломал, так и сварим. Что ж теперь? Никто не виноват. Опа. Обламывается. Это же опыт на то, если вдруг вы решили поварить на морозе. Что у вас с этого произойдет? Так, дальше скоро раскладываем экопластик ФВХ. Валфекс. Да, Валфекс и Проаква. Муфты также. И эти вещи мы будем варить. Точнее, эти трубки мы будем приваривать уже проаковской насадкой. Так. Сначала вот так. Проаква. Оба, сразу разница есть. Разница велика. Вот дымить начал. Чуть-чуть сделали, он уже дымит. Но это такая вот беда насадок. Хотя ей немного, она от роду, может быть, сварила. Да хрен ее знает. Стыков 500. Она уже прилипает, приставает. Так, ФВХ, муфту ФВшную. Дымит. Приваривается. Отлично. И экопластик. Красота, да и только. Варить на морозе прикольно. Было бы немножко потеплее, было бы еще лучше. Но нет, я думаю, они все опрессуются так, как нужно. И проблем, скорее всего, не будет. И теперь привариваем сюда Валфекс. Отлично, Валфекс. Ну, что хотелось бы сказать, по сроку, который они смогут отслужить, здесь уже вопрос. Сколько они смогут отслужить, неизвестно. А так, я думаю, что опрессовку все пройдут удачно. Никто ничто нигде не треснет и не лопнет. Стыков с насадки Проаква немножко другое. Это заметно. И это у нас последний морозный опыт. Затем мы будем делать все уже не на морозах, а всякие прокруты. Снимает хотя бы, а то мало ли что. Вдруг он и сдох на морозе. Будем делать различные прокруты. Какая красота. Охренеть можно. Вот она, рука мастера. Отлично. Отлично. Но иногда, я думаю, если взять угол какой-нибудь, например, он может лопнуть на морозе, если его приваривать к трубе, он может разойтись по шву. Такое уже было, но не на морозе даже. Градусов там 10, наверное, было. Тот же самый галопласт. Он сделал в некоем роде подставу для меня. Все отлично. Потом я их прессану. В принципе, варится так же, как и без мороза. Но на длину службы этого стыка пока невозможно сказать, сколько он отслужит. Ну все, даем давление на наши вареные заготовки. Сейчас давление мы туда накинем. 45 примерно. Да, 45. Ух, как трещит что-то. Что трещит, не знаю, но трещит.
Как бы чего не вылетело оттуда. Так. Нет, все нормалек. Неизвестно, сколько такое изделие может прослужить. Так, это давление, которое сейчас находится в них. Оставим в таком вот варианте. Раскручиваем. И с другой проделываем то же самое. Десять. Так, 20. 30. 40. 40 атмосфер. Да, с ней тоже ничего не случается. Ага. Все прекрасно. В общем-то, было все сварено на морозе, минус 12 градусов. И никаких проблем при опрессовке, так скажем, при наборе давления у нас не произошло. Давление 40 с копеечкой. Здесь тоже 40 с небольшим. И проблем с ним мы не испытываем. Баня, 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 баня дорогая. А в следующий раз, товарищи, мы будем сваривать трубки. Блять, как же мы будем их сваривать? Мы будем варить трубки в проворот. Предположим, мы сварили их ровненько, все у нас все замечательно, не потекло ничего. Но мы будем пробовать. Очень часто случается так, что мы сварили и нам надо провернуть. Но мы будем проворачивать не просто на 15-10 градусов, а будем проворачивать на 45, на 90 и на 180 градусов. Это уже самый крайний случай. И будем смотреть, кто же из них самый-самый-самый подходящий на роль самого проворачиваемого фитинга на трубе. Какая труба имеет большую липучесть друг к другу. Это мы и будем смотреть. А также, забегу вперед, будут у нас опыты с водой. Мы будем варить и с водой. Ну, в общем, много интересного. Пока.